Добрый день, всех приветствуем. Сегодня мы с вами продолжим разбирать комбинацию, которую мы отрабатывали в прошлый раз. Для тех, кто не помнит, мы делали Кимура свип из положения half-guard. И в заключительном варианте у нас будет выход на болевой Кимура, да, потому что после переворота у нас остается захват. Сегодня я вам покажу два варианта, как мы дорабатываем эту технику. Значит, мы занимаем положение half-guard. Да, мы с вами помним, что мы лежим полностью на боку, мы не разворачиваемся к нему вот так. У нас и таз, и плечо всегда работают на боку. Вторая нога в классическом варианте, да, в базовом, всегда работает вот здесь. И наши руки работают вот тут. Вот наш классический, да, базовый half-guard. Отсюда для выхода на Кимуру я делал следующее. Мы опускали руку, забирали кисть, выстреливали ногой вперед, и вслед за ногой вот эта рука поднималась, и отсюда забирали захват. Если соперник не защитился, то вы отсюда сразу доделываете Кимуру, как в обычном варианте. Вы просто уходите сюда и руку дожимаете. Но чаще бывает, что соперник будет защищаться. После того, как он схватил свое бедро для защиты, мы делаем следующее. Мы свободной ногой делаем креветку и носочек заправляем вовнутрь, вот сюда. Дальше я полностью подлазю тазом под него. Мне нужно, чтобы его баланс оказался на мне. Тогда мне легче будет соперника перевернуть. Отсюда мы забрали, под него, поставили ногу, да, и поставили сюда. И перевернули, раскрыли. Здесь, да, мы с вами помним, что мы поднимаемся на него, мы меняем ноги, и отсюда сразу поднимаемся сюда. После того, как я встал, у меня всегда остается захват. Теперь мы работаем в зависимости от того, как расположена его рука. Если он не успел схватиться здесь ни за пояс, ни за ногу, и после переворота я руку убрал на пол, тогда я делаю вот так. Я меняю базу, я ложусь на свое правое бедро, перекидываю ногу через голову и отсюда доворачиваю и делаю Кимуру. Зачем мы перекидываем ногу через голову? Давай, подвинемся сюда. Ложись. Зачем мы перекидываем ногу через голову? И эта нога не дает ему подняться. Да? Я отключаю. И когда начну тянуть Кимуру, он застрянет. Если бы моей ноги не было, то, начав тянуть, он мог бы меня перевернуть дальше. Я бы ушел сюда, и вот здесь рука бы уже могла уйти. И я бы потерял как позицию, так и болячку. Еще раз. Значит, после того, как вы сделали переворот, если ваша рука, точнее его рука, оказалась на полу, вот вы зафиксировали руки, все, вы меняете базу, перекидываете сразу ногу через голову и начинаете заворачивать. Для того, чтобы у нас болевой был более эффектным, ваш угол руки всегда 90 градусов или острее. Не давайте сопернику выпрямлять руку. Вот сюда и заводите ее за спину. Второй вариант развития, да, этой ситуации, когда соперник рукой все-таки бывает контролирует либо пояс, да, либо он может продолжать контролировать бедро. Там, ну, чаще всего это бывает после переворота, это бывает он берется за пояс. Вот здесь у него есть захват. Имея захват, мне тяжело отсюда руку будет сорвать. Но у меня есть второй вариант, да, я тогда уже не меняю базу, а наоборот, я затягиваю его к себе, вот сюда, и перешагиваю, сажусь на него. Сажусь и бедрами крепко зажимаю. Ваша задача
положи соперника на одно плечо, полностью на бок. И, держа захват, вы бедрами зажимаете его прям плотно, как будто в тиски закрыли. Все, дальше у меня есть следующий вариант работы. Единственный вот такой момент вот с этой рукой. Вот посмотрите, вот эта рука, желательно, чтобы она была вот здесь. Вот. Поэтому вы можете чуть подправить, да, если вы чувствуете, что она где-то болтается, вы отсюда можете подправить и обратно вернуть. Я потом покажу в следующем уроке, я вам объясню, почему эта рука играет такую важную роль. Значит, мы сели, зажали, у нас есть захват кимура опять. Для того, чтобы вытянуть, запомните, никогда локоть не работает отдельно от моей груди. Мы работаем как единое целое. Я прижимаюсь, вот. И теперь я делаю следующее. Я увожу в сторону и поднимаю наверх. Это движение должно быть резким. В сторону и наверх. Отсюда. Вы срываете захват. Бум. В сторону и наверх. Сорвали, когда захват. Сразу руку уводите за спину. И доделываете болевой. Еще раз. Еще очень часто бывает есть такая хитрость, да, когда за пояс держит, мы можем сделать вот так. Вот мы взяли захват, он не дает нас сорвать, да, очень тяжело иногда. Вот так берете пояс, смотрите, вот здесь берете отворот, чтобы не потерять захват. Берете пояс, передвигаете его сюда, он держит захват. Передвигаете пояс, забираете кисть и отворачиваете дальше руку. У вас, значит, есть два варианта развития. Даже если бывают такие ситуации, что ни тот вариант не срабатывает, вы в любом случае остаетесь в выгодной для себя позиции. Вы после свипа зарабатываете 2 балла и оказываетесь в сайд-контроле. Поэтому даже если вы не закончили ни болевым, то у вас есть очень замечательная позиция, это сайд-контрол, из которой вы также можете работать, перебираться в маунт, и дальше контролировать схватку по баллам или же пытаться опять вывести соперника на болевой. Так что при любом раскладе вы оказываетесь в плюсе. Но если вы целенаправленно хотите закончить болевым, то вы должны помнить, если рука на полу, то мы сразу меняем базу, переходим, отрываем руку. Или же, если рука у нас в захвате, мы затягиваем на себя, отключаем. Прижимаем грудь к локтю, тянем в сторону и вверх. Резким таким движением срываем руку и уводим, доделываем болячку. Вот таких вот 2 момента, да, которые помогут вам финишировать соперника. Все, всем спасибо, пробуем.